Всем добрый день, мои дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике речь пойдет о дислокации после протезирования бедра. Опять же, по вашей просьбе, не так давно в ленте, несколько недель назад в ленте был ролик о дислокации после протезирования колена. И мои подписчики с протезированием бедра попросили меня сказать несколько слов о дислокации при протезировании бедра. Поэтому сегодня говорю вам, рассказываю вам, что я знаю по этой теме. А знаю я то, что дислокация бедра, она происходит очень редко. Ну, по крайней мере, те случаи, которые я видела, это были единичные случаи. Не побоюсь даже сказать, что я могу их пересчитать на пальцах одной руки, даже меньше. Это те случаи, которые я видела, когда что-то было не так с протезированием бедра. Те случаи, которые я видела, это были случаи вывиха протеза бедра, причем вывих примерно в первые 3-4 недели после операции. Вообще, вы знаете, протез бедра, почему, при протезировании бедра там ставятся, как вы, конечно же, знаете, ограничения, запреты по некоторым движениям. То есть нельзя делать некоторые движения. Как правило, протез бедра — это у нас задний боковой подход, это у нас нельзя поднимать ногу больше, чем на 90 градусов, и нельзя заворачивать ногу вовнутрь. Опять же, по причине, что может произойти вывих протеза, дислокация протеза. Это случается очень-очень-очень редко. И те случаи, которые я видела, это случалось при падении. То есть при падении с высоты своего тела, когда человек, пациент, падал на... те случаи, которые я видела, это падал именно на протез. И случалось, от удара о землю, эта шейка, эта головка, она выскакивала. Дальше развитие, какое дальше, развитие ситуации, когда это случается? Во-первых, это очень сильная боль, потому что описывали пациенты, это такая боль, что ты не можешь пошевелиться, это очень больно, это первое. Во-вторых, дальше, естественно, нужно ехать в больницу, потому что сами вы дальше ничего не сделаете. То есть, если эта головка, она выскочила, протез выскочил, то нужно ехать в больницу, обращаться к врачу. В больнице дальше развитие ситуации какое? Здесь уже то, что я видела, это зависело от врача. Может быть несколько вариантов. Может быть, первое, допустим, развитие событий – это сразу повторная операция. То есть вам не пытаются ее вставить, не пытаются там что-то сделать, это повторная операция. То есть убирают старый протез и ставят новый протез. Другое развитие ситуации, которое мне встречалось, это когда пациенту вставляли протез. Я уж не знаю как, методику, судя по всему, это какое-то движение, которое делает врач, и значит, эта головка ставится на место, то есть протез вставляется снова на место. Но вот этот случай, который я видела, когда пациенту вставляли протез, то риск того, что этот вывих произойдет снова, он очень высокий, он увеличивается просто многократно. И в итоге пациенту, случай, который мне встречался, когда пациенту вставили протез, это были повторные вывихи. То есть при каком-то неправильном движении, даже не то чтобы неправильном, пациент, допустим, чуть-чуть повернулся, развернулся, и хоп, протез снова выскочил. То есть там в этом случае было, я не помню, 4-5 раз, что пациенту приходилось обращаться снова в больницу, и чтобы ему снова вставили этот протез. В итоге все закончилось так же. Повторная операция и замена полностью замена этого протеза. Дальше развитие ситуации еще какое может быть, также я встречала, это когда опять же вывих протеза, опять же обращение в больницу, опять же пациенту вставили протез,
и при этом ему прописали специальный ортез. Есть такие специальные ортезы, которые одеваются, они крепятся как бы на уровне у нас поясницы, так защелкиваются на липучках впереди, застегиваются, и этот протез, этот ортез, вернее, да, он как бы держит вашу ногу в правильном положении. Этот ортез, я знаю, что стоил очень дорого, да, вот в тот случай, когда я видела, и как бы смысл этого ортеза, то есть он помогает держать как бы протез на своем месте, не дает выскочить снова, в то время, когда мы, значит, пытаемся укрепить мышцы, пытаемся укрепить сустав. Вот такой тоже случай у меня был. Вот, это, наверное, те случаи дислокации, которые мне попадались. Мне не попадались случаи дислокации, когда, ну, нарушение сустава при падении. Но я подозреваю, что такое развитие ситуации тоже может быть. Это когда вы падаете, если протез цементированный, вы падаете на протез, и может произойти откол. Я думаю, что такое тоже возможно так же, как и в случае с протезированием колена. Протез колена мне неоднократно встречалась такой, но протез бедра нет. Но я думаю, что такая ситуация тоже возможна. Все, я, как всегда, прошу вас поделиться своим опытом, поделиться своим мнением по этой теме. Тем более, если у вас там была такая ситуация неприятная, да, было бы, конечно, здорово, если бы вы поделились. Все. Прощаюсь с вами, всем до следующих роликов, отличного вам настроения, всем пока-пока.